Да вашу мать, как это вообще получается? Что за дела? Я вообще не понимаю. Какого хрена? Третий выпуск подряд про больных на голову. Кто это описал? Как это вообще получилось? Что за... Как неделю выкручиваться? It may just be my imagination. Наркотики – это зло. Это зло, которое разрушает жизни одиночек, разрушает пары, семьи, большие дружеские компании. Это зло, которое хитро внедряется в химические процессы в нашем теле, переписывает нас, и зависимость – это еще не самое страшное, что может случиться. Да, можете не верить, но это так. А вот человеческая жизнь – это кое-что совсем другое. В какой-то момент, быть может даже незаметно, наркотики начнут активно разрушать организм, отключая внутренние органы, словно разъедая нас изнутри. И, конечно же, не обходя стороной мозг. Нарушение нейронных связей, ломание нашей памяти, сокрушение нашей способности воспринимать окружающую действительность, галлюцинации. Что-то из всего вышеперечисленного еще поправимо, если успеть обратиться куда нужно. Но нельзя спасти того, кто не хочет, чтобы его спасли. Хотя, если задуматься, в жизни обычных людей, не тех, кто принимает колеса, порошки, колются и так далее, наркотиков тоже немало. Просто есть вещи, которые к наркотикам не приравнены, но тоже вызывают сильное привыкание или мощный эффект. Если не верите, то вот. Горсть этих малюток вызывает очень сильное привыкание. А уж как мы галлюцинируем, поглощая текст на белых или желтоватых, сероватых страницах. Какие образы возникают у нас в голове, это мало какая химия может такое сделать. Но есть специальные организации, подразделения, отделы, которые, хотя бы на бумаге, борются с этим злом. Удаляя из цепи наркодилеров, перекрывая потоки наркотиков, они делают нашу жизнь чище. Правда, чего уж молчать об этом, потеряв один путь, негодяи находят или раскупоривают заранее подготовленный другой. Но, увы, эта гонка снаряда и брони будет длиться, если не вечно, то еще очень и очень долго. И борцам с наркотиками нужно не забывать чистить свои ряды, потому что зло проникает повсюду, и поддаться ему очень легко. Даже слишком. Например, вот парень, Роберт Арктор. По своеобразной программе агентов под прикрытием внедрился в группу наркоманов, чтобы выйти на поставщика, прихлопнуть его, затем выйти через него дальше по преступной лестнице. Но нельзя быть своим, просто говоря «я как вы». Полицейские и всякие другие агенты, работающие под прикрытием, во всяком случае в кино, и в тюрьмы садятся по сфабрикованным обвинениям, чтобы втереться в доверие к нужным людям. Роберту вот пришлось начать принимать новый, в чем-то модный, наркотик под названием субстанция D или препарат S, зависит от перевода. И ему пришлось столкнуться со всем букетом прекрасных ощущений от наркозависимости. Нарушение мыслительного процесса, проблемы с памятью, трудности с адекватным и критическим восприятием окружающего мира, галлюцинации. И все бы ничего, если бы эта химия не разъедала его мозг с такой силой и скоростью. Он все чаще стал проваливаться куда-то, забывая, кто он на самом деле. А может нет? Может, как раз снимая костюм-калейдоскоп и становясь очередным наркоманом, он превращается в самого себя. Он ведь не причиняет никому вреда. И его друзья-наркоши тоже безвредны. Ну, тупят временами, да. Несут всякую ахинею, не могут посчитать количество передач у велосипеда. Так не каждый это вообще сумеет, не понимая в этих двухколесных бестиях. Я бы вот не смог. Да и при езде на машине они не сносятся подряд, а тихо, мирно едут себе. Мы едем, далекие края, хорошие соседи, счастливые друзья. Но так всегда и бывает. Ты уверяешь себя в том, что все в порядке до последнего, прямо до порога катастрофы. А перешагнув он и назад уже пути нет. Филипп Дик писатель уникальный.
Во всяком случае, по моим ощущениям. Связано это с тем, что все фильмы по его произведениям, и неважно, близко к тексту или всего лишь по мотивам, из тех, которые я видел, мне понравились. Можно брать лишь за основу ряд событий или главную фишку рассказа, и получается отличный фильм. Конечно, это не исключает, что киноделы ничего не поняли, как это было со «Звездным десантом» или «Солярис». Но для неподготовленного меня, не читавшего эти рассказы, фильм по произведению Филиппа Дика заходит на отлично. Я даже потом читаю первоисточник. Здесь немного другой случай. Фильм «Помутнение» является, за исключением пары перетасованных сцен, дословной экранизацией рассказа. По крайней мере, я так сужу по тому переводу, который я читал. Это создает ощущение сумбура происходящего, какой-то незаметной, но ощущаемой изломанности. Мы видим повседневную рутину наркоманов, но не как в молодежных комедиях, а как-то обыкновенно. Они не угорают с каждого чиха, не смеются над чем-то непонятным. Для них принятие красных капсул стало таким же обыденным, как вертение ручки на лекции в университете. Их жизнь – это просто череда событий, дней, в которых нет ничего необычного. Полные скуки обыкновенные дни, в которых они время от времени принимают запрещенные препараты. Но при этом зритель может наблюдать, как ведут себя люди, постепенно теряющие связь не с миром, а со своим мозгом. Их мысли путаются, они не могут понять порой, где они и кто они. И приводит это все в конечном итоге к очень плачевным последствиям. Настроение, постоянно едущее в Кукуево крыши, добавляет и уникальный визуал фильма. Отснятый всего за 2 месяца, он пробыл в постпродакшене 1,5 года. Стоило ли оно того? Уникальная штука сложная. Быть единственным в своем роде – это очень нелегко. Порой может создаться впечатление, что это кат-сцена к игре. Причем графонии в игре так себе. Но стоит отдать должное, постоянно съезжающие объекты, нарушающиеся перспективы и цветовые пятна, добавляет некоторого безумия и без того поехавшим героям. Кто знает, может под воздействием химии все так и выглядит. Но я категорически не рекомендую кому бы то ни было из вас пробовать наркоту. «Помутнение» — это фильм-эксперимент. В отличие от сами знаете чего, удачный. Да, кассовый успех фильм не снискал, и даже сомневаюсь, что фильм обрел статус культового. Однако, когда в фильме снимаются звезды довольно большого калибра, это о чем-то говорит. Смотрите сами. У нас тут Киану Ривз, Вайнона Райдер, Вуди Харрельсон и... Тони Старк. Серьезно, он тут все время что-то мастерит и постоянно всех троллит. Дауни-младший что, всегда таких играл? Филипп Дик не понаслышке знал о разрушительном действии наркотиков, ибо он сам был одним из наркоманов. И многие из его друзей и знакомых очень плохо и печально закончили свои жизни, получив весь набор осложнений, какой только можно. И неважно, история, документалистика, фантастика. Эти маленькие монстры, выраженные в химических соединениях, убивающие ежедневно массы народа, увы, были, есть и будут. Пока мы с вами с этим что-то не сделаем. Это, конечно, не поможет в нашей нелегкой борьбе, но не поленитесь поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось. А если вы обнаружили для себя новый фильм для просмотра на вечер, то тем более. Также не забывайте делиться в комментариях, как вам данный фильм, и подписывайтесь на канал и группу. А на этом я откланяюсь. С вами были я и он. Увидимся через некоторое небольшое количество времени.